Арктика простиралась перед ними, как бесконечное белое полотно, нетронутое и обманчиво безмятежное. Доктор Маркус Лэндон стоял на носу исследовательского судна, вцепившись обветренными руками в поручни, и вглядывался в горизонт со смесью профессионального любопытства и скрытого напряжения. Исследовательская экспедиция планировалась месяцами. Это была тщательно организованная миссия по изучению изменения климата и арктических экосистем, но ничто не могло подготовить их к тому, что им предстояло обнаружить. Елена Родригес, ведущий геолог команды, первой обнаружила аномалию. Ее острые глаза, натренированные замечать малейшие изменения в ландшафте, уловили металлический отблеск на абсолютно белом фоне. «Лэндон!» — позвала она, и ее голос прорезал морозный арктический воздух. «Там что-то есть!» Сначала команда решила, что это игра света. Арктика славится своими оптическими иллюзиями, миражами, которые могут превратить ландшафт в мерцающее, обманчивое царство. Но когда они подошли ближе, реальность стала неоспоримой. На льду были разбросаны обломки самолета, искореженный металлический каркас которого резко контрастировал с окружающей его нетронутой белизной. Команда доктора Лэндона состояла из тщательно подобранных профессионалов: геолога Елены Родригес, эксперта по метеорологии доктора Джеймса Чена, опытного специалиста по выживанию в Арктике Сары Уинтерс и руководителя отдела коммуникаций и технической поддержки Майкла Рейеса. Сторона. Каждый участник обладал уникальным опытом, но теперь их объединяло общее чувство интриги и растущего беспокойства. «Мы будем подходить систематически, доктор», — объявил Лэндон спокойным, но властным голосом. «Майкл, поддерживайте связь с лодки. Елена, Джеймс, Сара, вы со мной». Команда разделилась на две группы, в то время как Майкл оставался на исследовательском судне. Наблюдая за их продвижением и поддерживая линии связи, доктор Лэндон повел наземную команду к месту крушения. Лед хрустел под их специализированными ботинками. В арктических экспедиционных ботинках каждый шаг был осторожным и рассчитанным. По мере приближения масштабы разрушений становились все более очевидными. Фюзеляж самолета был разорван. Его металлическая обшивка была разорвана, как бумага. Обломки были разбросаны в широком радиусе, наполовину занесенные снегом и льдом, личные вещи, фрагменты оборудования, фрагменты истории, ожидающие своего раскрытия. Голос Майкла затрещал в их коммуникаторах. «Подождите!» Он внезапно прервал их. «Я что-то вижу. Какое-то движение. Может быть, тень?» Елена подняла свой мощный бинокль. «Куда?» «Прямо на краю горизонта. Оно было там, а потом исчезло». Наземная команда переглянулась. В Арктике неожиданные перемещения могут означать что угодно. Белый медведь, подвижка льда или что-то менее объяснимое. Что по-настоящему встревожило их, так это необычные детали, окружающие место крушения. Странные отметины, выгравированные на снегу. Не совсем следы, не совсем естественные образования. Они выглядели почти продуманными, но четкой закономерности не просматривалось. Сара с ее обширным опытом работы в Арктике была необычайно озадачена. «Это не следы животных», — пробормотала она, присаживаясь на корточки, чтобы получше рассмотреть отметины. «И они также не от обломков самолета». Джеймс Чен, Лэндон, тщательно документируя все происходящее, сделал сотни фотографий, но это было одно конкретное изображение, которое позже стало источником интенсивных дискуссий и домыслов. Член экипажа, точнее Елена, случайно запечатлела нечто необычное, едва заметную белую фигуру, которая, казалось, появилась из-под обломков, видимую на одной фотографии, но отсутствующую на других. Доктор Лэндон, всегда отличавшийся научным рационализмом, был настроен скептически.
Фотографические аномалии часто наблюдаются в условиях экстремальной освещенности, объяснил он, хотя даже он не мог полностью игнорировать тревожный характер снимка. Когда поднялся ветер, предвещавший приближение арктического шторма, команда поняла, что им нужно работать быстро. Каждое мгновение было на счету в этой неумолимой среде, где природа могла за считанные минуты превратиться из кажущейся спокойной в смертельно опасную. Обломки хранили секреты, разбросанные личные вещи, застывшие во времени, фрагменты технологий, ожидающие расшифровки. Но помимо вещественных доказательств было еще кое-что. Ощущение чего-то неразрешенного, чего-то, что находилось за пределами их понимания. «Нам нужно быть методичными», — напомнил доктор Лэндон своей команде. «Важна каждая деталь». Они и не подозревали, что их методичное расследование вот-вот раскроет тайну, гораздо более сложную и захватывающую, чем кто-либо из них мог себе представить. Арктика с ее нетронутым белым ландшафтом готовилась дать свой первый заманчивый ключ к разгадке. Завывал ветер, и где-то вдалеке что-то двигалось, но за пределами их понимания. Арктический ветер проносился над пустынным ландшафтом, напоминая о суровой окружающей среде. Доктор Маркус Лэндон и его исследовательская группа. После того, как они впервые обнаружили обломки самолета, решимость группы докопаться до истины возросла еще больше. Елена Родригес тщательно каталогизировала разбросанные личные вещи, которые они нашли рядом с местом крушения. Ее наметанный глаз геолога улавливал мельчайшие детали, которые другие могли бы упустить. «Взгляните на это!» — воскликнула она, показывая частично сохранившийся блокнот, страницы которого были хрупкими и покрытыми инеем. К Елене подошел доктор Джеймс Чен. Его знания в области метеорологии дополняли методичное исследование. Майкл Рейс, их специалист по коммуникациям, установил специальное оборудование для документирования и сохранения их находок. Сара Уинтерс неусыпно следила за происходящим. Благодаря ее тренировкам по выживанию, команда была в курсе потенциальных опасностей. Врачи. Доктор Лэндон осмотрел разбитый экран связи, который они восстановили. Последнее сообщение, посвященное спуску в неизвестность. У Зрани по спине пробежал холодок, который не имел ничего общего с арктической температурой. Загадочные слова, казалось, повисли в воздухе, полные невысказанной тайны. «Это может стать нашим прорывом», — сказал Майкл, осторожно извлекая черный ящик самолета из-под обломков. Устройство выглядело на удивление неповрежденным. Его прочная конструкция защищала его от катастрофических воздействий и суровых арктических условий. Во время работы в команде царила тревожная атмосфера. По льду начали разноситься жуткие звуки. Тихий, почти неразличимый шепот, который, казалось, исходил отовсюду и ниоткуда одновременно. Рука Сары инстинктивно потянулась к ножу для выживания на поясе. «Ты слышишь это?» – прошептала она, оглядывая окружающий пейзаж. Елена указала на ряд свежих следов, ведущих от места крушения. «Это не следы животных», — заметила она, и в ее голосе слышались волнение и опасения одновременно. «Они слишком продуманы». Доктор Лэндон внимательно изучил следы. «Давайте пройдем по ним», — решил он, поскольку его научное любопытство взяло верх над чувством осторожности. Команда собрала свое самое необходимое снаряжение и начала прослеживать таинственный путь. Следы привели их ко входу в темную пещеру, частично скрытую снегом и льдом. Отверстие было достаточно большим, чтобы в него мог пролезть человек, и казалось, что темнота поглощает весь свет. Сара проверила их снаряжение, убедившись, что у них есть надлежащее освещение и средства защиты. Внутри пещеры обнаружились неожиданные признаки человеческого обитания. Остатки кухонных принадлежностей, разбросанные вещи и самодельные подстилки свидетельствовали о том, что кто-то или что-то недавно использовало это место.
Доктор Чен задокументировал все. Его научный ум лихорадочно обдумывал возможные варианты. «Это не имеет смысла», — пробормотал Майкл, осматривая помещение, которое, по-видимому, недавно использовалось для приготовления пищи. Кто мог здесь выжить? Ощущение, что за ним наблюдают, становилось все более сильным. Нервы команды были напряжены до предела. Каждая тень и звук усиливались в замкнутом пространстве пещеры. Внезапно глубокий, ракочущий вой заставил их замереть на месте. Прежде чем они успели среагировать, они оказались лицом к лицу с матерью полярной медведицей и ее детенышами. Массивная хищница стояла между ними и выходом из пещеры. Ее защитные инстинкты явно сработали при вторжении. Время, казалось, остановилось. Сара, прошедшая обширную подготовку по выживанию, отреагировала первой. «Двигайтесь», — прошептала она спокойным, но напряженным голосом. «Медленные, контролируемые движения. Нам нужно отступить». Доктор Лэндон сразу все понял. С расчетливой точностью команда начала отступать, сохраняя зрительный контакт с огромным медведем. Медведица тяжело дышала. Ее дыхание было заметно в холодном воздухе. Медвежата тесно прижались к ней. В момент всеобщего облегчения и ужаса им удалось выбраться из пещеры. Эта встреча объяснила некоторые странные звуки и движения, которые они слышали, но дала ответы на гораздо меньше вопросов, чем вызвала. Когда они собрались на улице, команда обменялась многозначительными взглядами. Черный ящик оставался их главной надеждой на понимание загадочной авиакатастрофы. Однако пещера, следы, а теперь еще и эта неожиданная встреча с медведем наводили на мысль, что Арктика таит в себе тайны, далеко превосходящие их первоначальные ожидания. «Что ж», — сказал доктор Лэндон, нарушая напряженное молчание, «я полагаю, что наша исследовательская экспедиция только что значительно усложнилась». Команда согласно кивнула, а бескрайний белый ландшафт вокруг них, казалось, затаил дыхание, оберегая свои тайны. Ветер завывал над пустынным арктическим пейзажем, создавая завораживающий фон для последних мгновений работы команды на месте крушения. Доктор Маркус Лэндон склонился над найденным черным ящиком. Его дыхание образовывало маленькие облачка в холодном воздухе. Елена Родригес стояла рядом с ним. Ее аналитический взгляд изучал показания прибора, в то время как Майкл Ройес готовил специализированное оборудование для всестороннего анализа. «Эти навигационные журналы необычны», — пробормотала Елена, проводя пальцами по зашифрованным схемам данных. Непосредственно перед катастрофой произошло несколько необъяснимых смещений координат. Доктор Лэндон кивнул. Его скептицизм уступил место искреннему интересу. «Джеймс, что вы думаете об этих метеорологических аномалиях?» Он обратился к доктору Чену, который просматривал атмосферные данные, собранные с черного ящика. Джеймс поправил очки в толстой оправе, его дыхание было заметно на холоде. Полученные данные свидетельствуют о чем-то большем, чем обычная неисправность оборудования. Эти колебания беспрецедентны, как будто приборы испытывали какие-то электромагнитные помехи. Сара Уинтерс, специалист команды по спасению, оставалась по периметру обломков. Ее зоркие глаза постоянно осматривали окружающий ландшафт. Ее рука инстинктивно лежала рядом с аварийным сигнальным пистолетом. Привычка, выработанная годами арктических экспедиций. Голос Майкла прорвался сквозь напряжение. «Мне удалось восстановить последнюю аудиозапись разговора. Хотите послушать?» Из устройства донесся треск, свидетельствующий о последних мгновениях жизни пилотов. Их голоса были напряженными, наполненными смесью замешательства и растущей паники. Что-то не так с приборами. Не удается определить наше местоположение. Местность выглядит неподходящей. Запись внезапно оборвалась, после чего среди членов команды повисло неловкое молчание.
Эти последние слова, тихо произнесенные Еленой, говорят о том, что они столкнулись с чем-то большим, чем обычная навигационная ошибка. Научный ум доктора Лэндона боролся с интерпретациями. В черном ящике содержались технические объяснения, описывались неисправности оборудования, возможные электромагнитные помехи, но в нем не было указано на более загадочные элементы, с которыми они столкнулись. Странные следы, необъяснимая фигура на фотографии Елены, признаки недавнего пребывания в пещере. «Возможно, мы никогда не узнаем всей истории», — признался он, и в этот редкий момент уязвимость прорвалась сквозь его обычно спокойное поведение. Сара подошла к группе, держа в руке тепловизор. Я в последний раз осмотрел местность. Никаких тепловых сигналов, никаких признаков недавней деятельности человека, кроме тех, что мы уже обнаружили. Команда начала методичный процесс документирования и упаковки своих находок. Каждый артефакт, каждая часть данных были тщательно помечены и защищены. Черный ящик потребует тщательного анализа в их исследовательском центре, что обещает недели потенциальных открытий. Когда арктическое солнце начало медленно клониться к закату, и в этом регионе воцарились вечные сумерки, команда приготовилась к отъезду. Обломки стали молчаливым свидетельством уязвимости человека перед непредсказуемыми силами природы. «Мы пришли сюда в поисках ответов о климатических особенностях», — размышлял Майкл, «а вместо этого обнаружили тайну, которая не поддается традиционному объяснению». Доктор Лэндон криво усмехнулся. «Наука часто заключается в том, чтобы охватить неизведанное, а не просто подтвердить то, что мы уже знаем». Экспедиционное судно ждало их, являясь маяком технологического комфорта на фоне суровой, нетронутой дикой природы. Когда они загружали свое оборудование, у каждого члена команды было чувство выполненного долга и сохраняющейся неуверенности. Несмотря на выводы из черного ящика, команда не могла игнорировать сохраняющиеся загадки. Кто нанес разметку и следы вблизи места раскопок? Каково происхождение фигуры на фотографии? Готовясь к отъезду, они размышляли о своих находках. В то время как черный ящик давал технические объяснения, находки в пещере и странные наблюдения оставляли открытыми вопросы о выживании потенциальных пассажиров. Когда экспедиция закончилась, команда отбыла, унося с собой как ответы, так и загадки. Они узнали о трагической судьбе затерянной равнины, столкнулись с суровыми реалиями Арктики и вновь обрели уважение к ее неумолимой окружающей среде. В конце концов, обломки остались безмолвным памятником непредсказуемым силам природы, и команда покинула Арктику с мучительным осознанием того, что некоторым тайнам суждено остаться неразгаданными. Нравится ли вам эта трогательная и удивительная история? Если да, то мы приглашаем вас оставить комментарий, в котором вы выскажете свое мнение. Если вы хотите продолжать наслаждаться вдохновляющими историями, подобными этой, подпишитесь на наш канал или посмотрите другие видео, показанные внизу экрана.